Друзья, всем привет-привет! Так, а что это за звуки? Вы слышали? Так, мне что-то показалось странное. И у нас на выходных повзрослел львеночек. Я вам его уже показывала. Он сейчас у нас очень проголодался, поэтому я достала ему луковки. Он сейчас у нас покушает, так как еды в моем доме пока нет. И вот наш последний мальчишка 4-го поколения. Глаза у него карие. Фиолетовых глаз я так и не дождалась. Хотела вам еще сказать, что у меня повзрослела Элли, но я теперь поняла, откуда были эти звуки. Элли нет. Ее похитили инопланетяне. Давно они к нам не прилетали. Как раз, знаете, мне кажется, вот в 3-м поколении их еще и не было. И вот досталась Элли. Феликса я вот тут отправила приготовить рыбку, ему как раз нужно выполнять это действие для работы, ну и плюс у меня все голодные. Поэтому давай позовем всех покушать. Сейчас все вместе позавтракаем. У нас большой стол. Я, кстати, не играла в свою семейку 2 недели. И как-то, знаете, у меня промелькнула за это время мысль, что вроде бы уже как-то и не хочется больше играть. А потом включила их, и вот они, мои хорошие, все здесь. Я по ним очень соскучилась. И напомню для вас и для себя тоже, что работает у нас только Феликс и Сайон. И первой на работу вот как раз скоро уже отправится Сайон, поэтому ей тоже нужно покушать. Нам вернули Элли. Ты как, дорогая? Пошла сразу же проверять малыша. Вот, мама сразу прибежала к своему младшенькому. И Элли, как вы видите, у нас тоже в эти выходные повзрослела, вернее, уже постарела. Она у нас не работает, продолжает наслаждаться жизнью, я ее особо ничего не заставляю, только вот заниматься Авророй и Леончиком. А Адель у нас сегодня первый раз идет в школу. У нее, правда, с настроением все плохо. Я не знаю, чем она занималась в выходные, я уже не помню. Но мы ей прокачали фитнес, поэтому вот она может сходить на 1 денечек в школу. Аттестат ей, скорее всего, не дадут, но проверим, а вдруг получит аттестат. Так, Авророчка, ты пойдешь в школу или нет? Давай, Аврора, давай, отправляйся в школу. А вот наша новоиспеченная парочка, вы же видели, да? Вы видели, я выкладывала фото и рилс, какие они были красивые с CC-контентом. Я в них прям влюбилась. И они везде ходят друг за другом. Даже в туалет пошли вместе. Феликсу, правда, это не понравилось, но он просто еще не привык. Он просто не привык, что теперь он вместе с девушкой живет. Что, малыш, случилось? Тебе грустно, да? Грустно. Сейчас я позову маму, она тобой позанимается. Все, я всех рассадила по местам. Элли на занятиях с малышом, Кевина отправила покушать, потом мы с ним пойдем заниматься спортом, и Феликс за шахматами поднимает себе... все, больше не поднимает. Сейчас будет поднимать себе досуг. И представляете, я сейчас сижу и думаю, а куда я за выходные потратила все их деньги? И не могу вспомнить, что я покупала. А сейчас понимаю, что я даже и не тратила эти деньги. Это просто у нас их так мало. И мне кажется, им даже не хватит счета оплатить. А Кевин у нас занимается спортом, у него скоро
Скоро уже будет 8-й уровень фитнеса. И давайте сразу посмотрим еще календарь. С понедельника на вторник у нас взрослеет Адель, и мы будем ей уже искать работу. Адель станет взрослой. Так, праздник мы удаляем. И все, на этой неделе дней рождения больше не будет. Но зато на этой неделе, я смотрю, будет хорошая погода для рыбалки, и можно будет сходить половить рыбку. А вот на следующей неделе в понедельник у нас повзрослеет Аврора и Леон, а у Кевина вот, у него день рождения с пятницы на субботу, то есть на этой неделе нам желательно прокачать ему фитнес, чтобы у него осталась неделя на подростковую карьеру. Надеюсь, мы с ним успеем это сделать. У меня тут все разбрелись, кто в школу, кто на работу. Элли устала, легла поспать, львеночек тоже спит, а Кевин уже за шахматами, а в доме наступил тихий час. Адель у меня после школы легла поспать, немножко отдохнуть, но я ее разбудила, потому что у нее в дополнительных чертах характера высокий уровень контроля над эмоциями и низкая ответственность. Получать дополнительную черту характера нам нельзя, поэтому будем сейчас контроль над эмоциями снижать, а спасаться от безответственности можно, поэтому ответственность будем, наоборот, повышать. Контроль над эмоциями я снижаю через действие устроить истерику, пока она в напряженном состоянии, я ставлю ей много-много раз это действие, и благодаря этому потихонечку у нее повышается контроль над эмоциями. Тут у меня уже Сайон вернулась с работы, и смотрите, ее хорошая черта характера достигатор, видите, теперь приносит ей напряженный мудлет, так как она давно не развивала навыки. Поэтому сейчас пойдем с ней рисовать картины. Я пошла, да, я молодец, пошла рисовать картины, но мы же еще не оплатили счета, я про это забыла, поэтому покупать холсты мы не можем, поэтому она пойдет поиграть в шахматы. Для карьеры ей также нужна логика, поэтому убьем сразу 2 зайцев. А с Адель мы уже снизили контроль над эмоциями, теперь нам нужно спастись от безответственности. Элли нам закрыла организатора благотворительного фонда, и теперь мне разрешено вытащить игрушки из детского ящика самой, чтобы подросток сам их убрал. И вот такое занятие повышает у Адель ответственность. Я уже становлюсь спецом, становлюсь асом в этих дополнительных чертах характера. А когда-то помните, я у вас спрашивала вообще, что это такое. Спасибо вам большое за помощь. Та-дам! Феликс у меня в напряженном состоянии, он заболел, но он получил повышение. Ура, ура! Он у нас идет на специализацию бармена. И теперь нам хватает денег, чтобы оплатить счета, поэтому давай с тобой сразу оплатим счета, чтобы я не забыла, потому что я никак не могу приготовить вам покушать. У меня все голодные, время уже 10 часов, а мы еще не ели. Подождите, нет, я же должна еще деньги списать, и после оплаты счетов у нас будет 0, поэтому, рыбку мы готовить большую не можем. Блин, я все забыла. Так, сейчас получается, я сейчас списываю деньги, и тогда мы будем готовить уже шашлык из рыбы, потому что он бесплатный. И будем опять со всеми делиться кусочками. Адель у меня тут доела последний кусочек рыбки, и я хочу вам показать, что ответственность мы с ней, что получается, повысили, контроль над эмоциями снизили, так что все, теперь она может спокойно взрослеть, и мы при этом не нарушим правила.
Адель у меня тут, бедняжка, уснула прямо на полу, и на этом тогда давайте заканчивать понедельник. Мои все сильно устали за этот день. Вторник начинаем рано, потому что вот у меня пошла взрослеть Адель. Все, у нас появляется третий молодой персонаж, который будет работать. Так, ну что, с чего начнем? Пойдемте посмотрим ей жизненную цель. Пойдемте в генератор. И я вначале тогда сгенерирую жизненную цель, потом мы вернемся к Адель, посмотрим, получит ли она аттестат, и после этого уже будем выбирать карьеру. 1, 2, 3. Популярный шутник. Знаете, от Адель, мне кажется, я такого не ожидала. Но раз шутник, так шутник. Сейчас я найду эту жизненную цель. Так, популярный шутник. Хочет рассказывать шутки и стать известным комиком. Кстати, комик у нас доступная карьера, поэтому если вдруг она ей достанется, это будет очень знаково. Знаете, прям все у нее совпадет. И еще нам нужно выбрать ей черту характера. 1, 2, 3. Она у нас лежебока, книжный червь и перфекционист. Будет что-то творить, да? Ну, ладно. И давайте смотрим, получит ли она аттестат. Нет, аттестат ей не дали. Но это было ожидаемо, да? Она сходила у нас только на 1 день в школу, за это аттестат не дают. Поэтому идем смотреть ей доступную карьеру без аттестата. Итак, вернулись в генератор и выбираем карьеру для Адель. Она у нас без аттестата, поэтому выбор карьер будет меньше. И давайте. 1, 2, 3. Организатор благотворительного фонда. У нас эта карьера уже пройдена, поэтому смотрим следующую. 1, 2, 3. Ботаник. Конечно, это не самая интересная карьера, но ради Рея мы ее должны пройти. Адель у меня от усталости опять уснула, но сначала давайте устроим ее на работу. Я успела уже всех накормить, и вот настало время Адель устраиваться и выбирать себе карьеру, а потом я ее уже отправлю поспать. Итак, у нас новый ботаник. Я теперь буду каждый раз, когда вот Адель будет заниматься садом, буду вспоминать Рея. И я хочу ради него закрыть эту карьеру. Купить семена. Нет, мы не можем выполнять это действие через компьютер, потому что я почитала форум, и оказывается, что даже вот такие стартовые задания, даже если у меня есть компьютер, я не могу через него ничего делать. На компьютере я могу только выполнять то, что нужно для повышения в карьере, и все. И перед работой я отправила вот этих вот 2 поговорить, потому что у них плохая совместимость, плюс Феликс осторожный в любви, поэтому мне нужно очень тщательно следить за их отношениями, чтобы они у них не портились и только, знаете, развивались. И я не знаю, может ли плохая совместимость перерасти в хорошую, но буду пробовать, буду стараться. И так, нам начислилось 100 симолеонов. Я это заметила еще от Вивиан. Нам поступают эти деньги. И, вы знаете, их начисляют то ли за то, что у нас участок без удобств, то ли за то, что мы не производим плохой экослед. Вот я смотрела, за что-то за это им каждый день начисляют по 100 симолеонов. Сайон уже ушла на работу, Аврора в школу, Кевина я отправила на пробежку, Феликс у меня ушел ловить рыбу, и вот все у меня чем-то занимаются, кто-то повышает навыки, кто-то домашними делами, у всех есть свои обязанности. А
Я уже достала со склада, принесла им клумбу, положила сюда лучок, или там, видите, она перемещается, чтобы пойти на рыбалку. Мне это разрешено культуристам, то есть у тех, у кого прокачан навык ЗОЖ, они теперь могут не бегать, знаете, с одного места на другое, а могут телепортироваться. Поэтому я пользуюсь этой функцией. И Элли вот с Феликсом сейчас будут ловить рыбу, а Адель пойдет сажать свой первый лучок. Ну, блин, я на нее смотрю, вот на это все, и вспоминаю Рэя. Ради него нам нужно пройти эту карьеру. Напомню, что у нас может быть только одна клумба, и я буду сажать лук, потому что он быстрее всех растет, и Адель сможет каждый день собирать урожай, а это ей нужно для выполнения ежедневного задания. Поэтому вот, теперь Адель у нас будет садоводом и будет ухаживать за лучком. А Кевин тут все трудится. У Кевина 8 уровень фитнеса. Устал, да? Устал, малыш. Давай еще чуть-чуть позанимайся и пойдешь отдыхать. Пока я тут жду Сайон с работы, Рэй поздравил Адель с днем рождения. Он, видимо, узнал, что она пойдет по его стопам, тоже будет ботаником, поэтому он позвонил, поздравил ее и дал советы, как ухаживать правильно за луком. И вот она, наша Сайона, принесла нам повышение. Так, у нас 2 уровень, и нам опять нужно рисовать картины. Нам нужно создавать картины, но мы хотим вначале помыться и покушать, да? Пойдем тогда с тобой помоемся. И смотрите, какой Сайон поступил звонок. Феликс так тебе подходит. Я думаю, вам стоит подумать о серьезных отношениях. Конечно, стоит. Кстати, я забыла, но я планировала их в этой серии поженить и отправить за наследником или наследницей. Я уже привыкла, что у меня наследники одни парни, поэтому я уже даже не надеюсь на девочку. Но спасибо тебе за совет, а то я совсем забыла про их свадьбу. А кто к нам пришел? Я отправила уже Адель спать, но думаю, знаете, нужно ее разбудить, чтобы она пообщалась с Рэем. Он наш друг, естественно, поэтому мы пригласим его войти. Заходи, Рэй, скорее. Адель скажет: Рэй, знаешь что, вот тебе пришлось уволиться с работы ботаника, но я за тебя отомщу. Я стану начальником и уволю того, кто заставил тебя уволиться. Вы видите, Адель, как здорово, что вы это упомянули. Мне такая мысль тоже приходила в голову. Ахахах, ничего себе. Ему, видимо, понравилась идея Адель. Давай, Рэй, заходи к нам в гости. Феликс там уже приготовил ужин, поэтому проходи, пожалуйста. И вот Рэй с нами за ужином, знаете, как в старые добрые времена. Так, а мы давайте с Феликсом немножко пофлиртуем с Сайон. И я, кстати, тут перечитывала правила, и оказывается, нельзя выбирать функцию «пригласить на чувственный танец». Это действие ограничено карьерой из стрел Купидона, поэтому не выбираем это действие. А Рэю она понравилась. Видите, он же первый раз видит Сайон, и она ему понравилась. И давайте начнем добавлять нашей парочке романтики. Нам же нужно устроить им свадьбу. И вы знаете, внизу было очень много народу, они там смущались, поэтому они такие: мы пойдем спать, нам уже пора спать. Ой, ну все, милаши. И на прошлой неделе, да, напомню, что мы вот Сайон заселили к себе в семью, но они до сих пор у нас не женаты, и романтика у них не на самом высоком уровне. Появилась стать парой. Вот видите, они еще даже не пара.
И давайте предложим ей, конечно же, стать парой. Они на самом деле уже живут вместе, но нужно вот это все официально закрепить, поэтому вот. Swek Zimba. Grenea. Jimba. Трепетно обнять, да. Все. Теперь у них много романтики. У них теперь появляется много романтики. Буду надеяться, что она согласится стать нашей невестой. Мяу. Ой, и появилось уже сделать предложение. Давай, Феликс, сделаем предложение Сайон. Она согласилась, да? Да. И чтобы отметить это событие, давайте отправим их за наследником. А завтра завтра сыграем свадьбу. Имя для наследницы у меня есть, а для наследника я вам тоже показала в посте, какой у меня был знак, поэтому имя для наследника мы уже тоже с вами выбрали. И все, мои отправляются за малышом, а на этой прекрасной ноте заканчиваем вторник, и завтра тогда организуем им свадьбу. Вот такой прекрасный сон был у Сайон. Она после предложения перед сном мечтала о свадьбе, и ей приснилось, что она вот в белом красивом платье, с прической, с макияжем, что они забронировали красивый особняк, и она там отмечала свою свадьбу. Она так вдохновилась сном. Вы посмотрите, что она сама пошла рисовать картины. Вы видели? Она пошла сама рисовать. Я ей это действие не давала. Поэтому, видимо, действительно у нее был очень прекрасный сон. И я так понимаю, что она хочет выйти замуж за Феликса, несмотря на то, что у них плохая совместимость. А Адель у меня бежит за луком. Помните, как когда-то Вивиан, потом Аарон, потом Тео, они все у меня бегали сюда за луком, и теперь настало время Адель, но это не потому, что нам есть нечего, а для того, чтобы у нее прокачивался навык садоводства. И пока мои все потихонечку готовятся к рабочему дню, мы сейчас будем заниматься малышом. Мама его помыла, сейчас поменяет ему подгузник, и будем дальше обучать его навыкам. Всех я уже отправила на работу, а Феликса отправила в подвал. Он у нас здесь тренирует навык смешивания напитков. Пока у нас есть возможность и свободное время, все развиваются и улучшают свои навыки. Вот
У меня тут уже вернулись кто с работы, кто со школы. Все уставшие, грязные, да. Так, Кевин, а ты отдохнул? Ты уже отдохнул? Давай тогда немного поболтаем. А где ты нашел Давидика? Давидик к нам идет. К нам пришел мой Давидик. Ой, представляете? Давид, ты как? Давайте, знаете что? Давайте завтра сходим к нему в гости. Нам теперь, нам Алекс закрыл карьеру алмазного агента, поэтому мы можем ходить в гости. И давайте обнимемся. Ой, он что-то грустняшка, такой грустняшка. А у нас там повышение. Нашу девочку повысили. Ура, ура, ура. И ей опять нужно создавать картины. И нужно не забыть сегодня про свадьбу. Поэтому она сейчас тогда немножко поспит. И вечерком мы их поженим. А у нас уже подрос кустик. Завтра с утра, думаю, можно будет уже собирать первый урожай. А у Кевина скоро будет 9 уровень фитнеса. И ему останется прокачать всего 1 уровень. Кевин, давай, у нас на тебя планы по закрытию подростковой карьеры. Давидик, видите? Давидик тоже пришел и подбадривает Кевина. Вы только посмотрите на это. Какой же он добрый мой Давидик. И помните, он же их всех вырастил. Он сидел дома, да, сидел со всеми детишками. Поэтому можно сказать, что он для них, для всех был как второй папа. И вот наша парочка. Ребята сейчас официально поженятся. Эта свадьба, конечно, будет не такая красивая, как во сне Сайон. Но, смотрите, даже по этому случаю я переодену их в официальный наряд. Пусть это, конечно, будет не так красиво, как во сне у Сайон, но все равно это как-то более празднично, да, чем в ежедневной одежде. Итак, наши женятся. Давайте посмотрим их прекрасную церемонию. Они не стали никого звать, потому что, когда Сайон переехала, уже было понятно, что они станут семьей, поэтому сейчас они вот, как у них происходит, да, в городе Апокалипсис, они просто объявляют, что они стали семьей, они пишут от руки заявление, что вот мы такие-то решили создать семью, и относят это в мэрию, чтобы там тоже внесли их в реестр. И все, больше ничего грандиозного не происходит. Но все равно они очень милые, поэтому давайте поздравим нашу новую семейную парочку. Проголодалась, да. Сайон у нас проголодалась. Сейчас твой уже муж приготовит тебе покушать. Да, ты же приготовишь для своей жены покушать. А после этого мы пойдем вновь пробовать завести наследника. После первого раза малыша у них не получилось, поэтому идем пробовать второй раз. И мои отправляются за наследником 5-го поколения. Представляете, скоро у нас будет наследник 5-го поколения. Я не верю, что я столько проиграла. И на этом тогда буду с вами прощаться и пойду заниматься остальными домашними. Не будем смущать нашу парочку. Пока мои все спят, покажу вам изменения в городе. Первое, вот буквально пару минут назад, ночью, всем моим поступил звонок, что наша Моника ушла из жизни. Джованни у нас тоже покинул этот мир еще на прошлой неделе, поэтому их домик освободился, и больше их нет в нашем городке. И, видимо, когда Кевин закроет свою подростковую карьеру, мы его отселим
Ну, скорее всего, к Давидику, потому что других родственников, ну, есть еще Рэй, но он ближе с Давидиком, да, поэтому, скорее всего, он поедет у нас к Давиду. А еще у нас заехали новые рекруты, и это ваши персонажи. Первая группа – это семья Акерман, 2 сестры и брат. Мэр им выделил отдельный дом. Домик был пустой, он небольшой, но так как они семья, поэтому, я думаю, они уживутся в нем вместе. И еще к нам приехали 2 парня, вот они здесь стоят по правую сторону, и мэр им выделил по комнате в большом доме, где уже жил один мужчина. И давайте познакомимся с ними поближе. Начнем вот с семейки Акерман. Я теперь играю без кат-сцен, мне так проще и быстрее делать для вас видео, поэтому будем знакомиться с новыми жителями непосредственно вот в таком режиме. Это ваши персонажи, они заехали к нам в город, потому что в Глазбот до сих пор набирают новобранцев. Эти ребята родственники, поэтому, как я и сказала, мэр им выделил вот целый дом. И у ребят очень интересная судьба. Уиллоу – это младшая сестра, ей всего 21 год, но в прошлой жизни она успела уже побыть членом банды, и она занималась воровством, грабежом, всякими темными делишками. Гуджин, ее старший брат, на самом деле он достаточно спокойный парень, но благодаря его уму, втайне от родителей, он организовал в своем городе подпольный клуб, где как раз вот и обитала банда Уиллоу. И когда в один прекрасный день их клуб накрыли, то вместо тюрьмы Гуджину и Уиллоу предложили отправиться в апокалипсис, спасать мир, и они, конечно же, согласились. Но их старшей сестре, она близняшка Гуджина, пришлось отправиться за ребятами в апокалипсис. Ребекка всегда была во всем идеальная, у нее нет никакого криминального прошлого за спиной, но сюда она приехала с одной стороны присмотреть за братом и сестрой, а с другой стороны она хочет покорить этот город и стать здесь новым мэром, поэтому у нее очень-очень большие планы здесь. И, как я вам и сказала, мэр выделил им вот небольшой домик, но если ребята начнут работать, то они подзаработают денег и смогут его расширить. Надеюсь, им понравится в нашем городке. А мы уже переключились на следующих новобранцев. Это тоже ваши персонажи. И смотрите, парня зовут Леон. Его зовут так же, как нашего львеночка. И я хочу сказать всем спасибо, кто отправляет персонажей в мой городок. Потому что, несмотря на то, что я играю без модов, все персонажи очень красивые, и они мне все очень нравятся. То ли я уже привыкла играть без CC-контента, но персонажи действительно красивые. Очень. Я еще раз говорю вам спасибо. И продолжу про ребят. Про Леона мы ничего не знаем. Он скрыл свою биографию и прошлую жизнь. Но, как вы знаете, в наш город принимают всех, поэтому независимо от того, что у него было в прошлом, все имеют право, все имеют шанс, да, стать лучше. Поэтому Леон, добро пожаловать в наш городок. А второй парень, Конор, он вырос с дедушкой и бабушкой на ферме. Они выращивали виноград, растили овощи и фрукты, но в один из дней богатый застройщик решил отнять фермерскую землю, и, соответственно, ферма была разрушена, все растения погублены, и Конор решил, что целью его жизни будет улучшение экологии. И поэтому, когда он услышал про Глазбот, про город с самой плохой экологией в мире, он без раздумий отправился сюда на спасение этого маленького мира.
Поэтому поприветствуем этих ребят тоже в нашем городе. Жить они будут вот в таком домике. И посмотрите, у них очень красивый вид. Рядом есть пруд, так что с голоду они не умрут. И на втором этаже как раз вот есть 2 свободные комнаты, где ребята и разместятся. Поэтому еще раз давайте их поприветствуем. И напоследок хотела показать вам нашего Давидика. У них с русалочкой все хорошо, есть небольшой дискомфорт, но это понятно, потому что русалочке нужна ванна, вода, а у нас в городе этого еще нет. Так, Аврора, а тебе в школу не пора? Давай, иди в школу. Давидик, крикни ей, пожалуйста, чтобы она пошла в школу. Но самое главное, я хотела вот посмотреть сыночка Давидика. Он рыженький, пошел в него. По внешности пока не очень понятно, но мне кажется, все-таки он больше будет похож на Давида. Зовут его Доминик, поэтому теперь, когда встретим, будем его узнавать. А сейчас возвращаемся в нашу семью. Итак, пока я ходила по городу, мои уже все проснулись и сейчас будут отправляться на работу и в школу. К нам тут пришел Рэй со своей женой. Так, Феликс у меня там общается с малышом, поэтому давайте, может быть, Элли тогда с ним пообщается. Сайон отправляется на работу, поставлю ей упорно работать. А Адель у меня не прокачала навык садоводства, поэтому повышение мне сегодня не получить. И, как я вам и сказала, нас покинула Моника, поэтому теперь у меня все грустные, все очень грустные. И, видимо, именно поэтому Рэй пришел к нам, знаете, ну, поддержать, да, друг друга и всем вместе попрощаться с Моникой. Элли, как обычно, занимается малышом, но так как сегодня ветреная погода и у нее хорошее настроение, то я отправлю ее за рыбкой. А малыш у нас может поиграть самостоятельно. Да, Леночек, да? Ты один поиграешь? У меня вернулась Адель и Аврора, и из-за того, что я гуляла по городу, я не повысила ей навык садоводства, и, соответственно, ее не повысили. Завтра у нее будет выходной, поэтому будем с ней прокачивать этот навык. А сейчас давайте будем знакомиться и искать новых персонажей. Может быть, кто-нибудь пройдет мимо нас. Как я сказала, они очень все красивые, поэтому если с кем-то из них у моих сложатся отношения, то я с радостью с вами проднюсь. Так, а следующая у нас уже вернулась Сайон. Она немножко продвинулась. Уведомление о том, что они ждут малыша, так и не пришло. Но Феликсу сейчас уже идти на работу, поэтому они вот немножко поболтают, пофлиртуют, и Сайон его проводит на работу. И что я еще хотела вам показать, мне Кевину нужно было поднять общение, и я смотрю, он сам пошел поговорить с Адель. И я поднимаюсь, а тут Адель с Авророй сидят вот Все. Адель с Авророй сидят в девчачьей комнате. Близкие семейные отношения. Вот, он сам пошел к ним в комнату, к девчонкам, и они вместе стали болтать, и получается, что вот они втроем, несмотря на то, что Кевин, да, мальчик, и он двоюродный им брат, у них все равно очень хорошие отношения. Если третье поколение у меня, они все переругались, вот Моника со всеми переругалась, Рэй тоже со многими поругался, то четвертое поколение между собой очень хорошо дружат. И уже завершение четверга, а Кевину чуть-чуть не хватило до достижения вершины в навыке фитнеса. Кевин продолжит заниматься настолько, насколько у него хватит сил. Адель здесь рядом немножко отдыхает, а я все жду, когда наш лучок можно будет поливать и разговаривать с ним, чтобы прокачать навык садоводства. А Сайон словила выгорание, поэтому она после работы весь день на коврике.
Элли я отправила ловить рыбу, она уже вернулась домой. Все, Реймонда тоже не стало. Ну что, Рэй, пока-пока. Кстати, Рэя можно скачать на Бусти бесплатно. И Монику тоже. А мои вот кто еще не спит, сейчас покушают приготовленную рыбку, и на этом у них заканчивается четверг. А Кевину я вижу вот прям чуть-чуть осталось до вершины навыка фитнеса. Он старается, он очень старается. В пятницу начинаем с Сайон, потому что, смотрите, какая у нас хорошая новость. Я хотела ее отправить на йогу перед работой, а у нее заблокировано это действие. Я думаю, что же это такое? А потом смотрю, а мы ждем наследника. У нее, правда, еще выгорание перед работой, а нам его нужно снять, поэтому она старается у нас вот на боксе. А у Адель созрел первый лучок, и я глупенькая, я забыла, как прокачивать навык садоводства. Я с Адель бегала по городу, собирала лук, а садоводство так, знаете, медленно прокачивалось. Хорошо, что сейчас я вспомнила, что нужно постоянно сажать лук и потом его сразу вырывать. Поэтому сейчас она позанимается тем, что у нее выросло. Потом мы это вырвем и посадим новый лучок. Я вот честно, я забыла об этом действии. Поэтому сегодня она целый день будет у меня на посадке лука. А Кевин продолжает заниматься спортом, и уже скоро он достигнет вершины этого навыка. Давай, наш мальчик, постарайся. Еще осталось прям совсем чуть-чуть. Очень он у нас, правда, устал, но вот прям чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Yes, мы взяли максимальный уровень фитнеса. Теперь можешь идти поиграть, а мы с вами идем выбирать ему работу. Переходим скорее в генератор. Я сразу вывела список подростковых карьер, чтобы было видно, какие из них закрыты. И давайте выбираем Кевину карьеру. 1, 2, 3. Официант. Официант – это работник сферы быстрого обслуживания, и эта карьера ничем не закрыта, поэтому Кевин у нас устраивается официантом. Итак, устраиваем Кевина на работу. Ему выпал официант, выбираем эту карьеру. Ой, и нам повезло, смотрите, он работает всю неделю практически, получается, до его дня рождения у него останется где-то 3-4 рабочих дня, может быть, даже 5. Поэтому, надеюсь, мы успеем закрыть эту карьеру, и ему нужно поднять кулинарию до 2 уровня перед началом работы. И чтобы не забыть, я сразу отправила вот Кевина готовить. Надеюсь, он ничего нам не спалит. А у нас сегодня еще облачная погода, поэтому остальные сейчас пойдут ловить рыбку. Но вначале я немножко послежу вот за Кевином, а то он тут дыма столько напускал. Я боюсь, что он сожжет нам хату. И что бы вы думали? Никто, кроме Кевина, не захотел пойти ловить рыбу. Кулинарию он не докачал, но зато сейчас вот он поймает свежую рыбку и из нее как раз приготовит ужин. А я вижу лук. И его никто еще не собрал. Так, Адель, беги скорее сюда собирать этот лук. А у нас вернулась Сайон с повышением. Она уже 4 уровень, и ей опять нужно рисовать картины. Но вначале... Так, Феликс, ты где? Иди сюда. Нужно порадовать Сайон. И я вижу... У меня здесь Аврора знакомится с детишками, и я вижу вашего персонажа. Ой, а он от нас пошел в другую сторону. Увидел моих на улице и быстрее бежать в другую сторону. Но если он пошел в другую сторону от нашего дома, то мы как раз с Адель сейчас пойдем в сторону дома и с ним встретимся. Так,
Нет, нет, что-то новенький от нас спрятался, да. Я думала, знаете, Адель с ним сейчас так случайно столкнется, это будет любовь с первого взгляда. А вот он тут. Адель, все, не беги, остановись, давай познакомимся с новым жителем нашего городка. И у них же маленький городок, получается, они все знают друг друга, поэтому вот если кто-то приезжает новенький, то это сразу становится всем известно, и если они встречают кого-то новенького на улице, да, то жители города обязательно с ним пообщаются. Ну, они в целом со всеми общаются, а с новенькими тем более. Они у них спросят, откуда они приехали, сколько им лет, что они здесь делают. Ну и, конечно же, расспрашивают, а что там происходит в другом, да, в большом мире, где наши никогда еще не бывали. И хочу сказать, что у Адель как-то очень медленно прокачивается садоводство. У Рэя, я помню, он очень быстро добрался до 2-го уровня, а с Адель я уже посадила первые 10 луковок, и я уже достала следующую партию, а навык особо не продвигается. Похоже, ей придется этот лук еще и ночью сажать. На дворе уже 2-й час ночи, уже даже Феликс у меня вернулся с работы, а мы все сажаем лук. Все домашние у меня легли спать, поэтому я заканчиваю пятницу, а мы с Адель продолжим заниматься посадками. В субботу начинаем поздно, я уже всех отправила на работу. Феликс работает сегодня тоже с 6 вечера, и нам здесь нужно, вот, смотрите, убраться перед домом сегодня. Кевин жарит рыбку, и хочу показать вам, что я обнаружила у него. Ну, во-первых, смотрите, он двоечник, и он ни разу не ходил в школу, но при этом его взяли сразу на 2-ю ступень официанта. Я посмотрела уже в интернете, и там написано, что такое бывает, если подросток хорошо учится. Но у нас-то Кевин вообще не учился. Поэтому я не знаю, почему такое произошло. Но раз нам дали сразу 2-ю ступень карьеры, я отказываться не буду. Значит, что-то на это повлияло. Может быть максимальный уровень фитнеса. А всего в подростковой карьере 3 ступени. Поэтому, я думаю, мы ее закроем. Феликс у нас тоже сегодня работает вечернюю смену, поэтому пока у него есть свободное время, он занимается смешиванием напитков. Но я постоянно за ним слежу, знаете, чтобы он не пил эти напитки. И посмотрите, какая водичка, какая чистая водичка. Когда Феликс закроет карьеру бармена, они смогут эти напитки пить. А сейчас нам придется это все выбросить. Адель вернулась с работы, и ее повысили. Она очень устала. Поболтать? Иди спать. У нее только 2-й уровень. Мне кажется, мы с ней так долго уже работаем, а у нее только 2-й уровень. Видимо, ботаника — это не та карьера, о которой мечтала Адель. А я сейчас стою на паузе, потому что, посмотрите сюда. Это Джейн, жена нашего Рэя, и она беременна, а она пожилая. И Рэй у нас пожилой. Вернее, Рэя с нами уже больше нет. Вот Рэя в этом мире больше нет. Он буквально вот недавно, получается, да, день назад его не стало. Но у нее уже такой большой живот. Джейн, а ты от кого беременна? Вот это новости. Давайте, Кевин вот сейчас ее остановит. Может быть, она нам что-нибудь расскажет. Джейн, что произошло? Что с тобой случилось? Вот это новости. Сусул. Так, нам можно спросить, на каком она сроке. Она, интересно, нам ответит. Я поражена, друзья.
Это как? Представляете, если это будет ребенок от Рэя? Это будет вообще, это будет что-то невероятное. Но, видимо, когда вот она родит, мы сходим к ней в гости и узнаем, чей малыш. Следующая с работы уже вернулась Сайон. У нее животик поменьше, чем у Джейн. А Кевин у нас пошел на работу. Смотрите, какой он кепочке. Поставлю ему упорно работать. У него настроение хорошее, поэтому пусть наш мальчик трудится. А Сайон продвинулась мало, потому что у нее наступил творческий ступор, то есть нам с ней нужно будет от него избавиться. А она хочет поиграть, да? Ну иди, малышка, поиграй в шахматы. Кокетливая, она кокетливая, смотрите, какая стала. Элли уже приготовила всем покушать. Я не знаю, это обед или уже ужин в 6 часов вечера. И на этом я буду тогда заканчивать сегодняшнюю серию. У нас была хорошая неделя. Мы ждем наследника 5-го поколения. Я сделаю опрос, кто это будет, мальчик или девочка. Проверим вашу интуицию, поэтому заходите, голосуйте. Я за мальчика. И снова попрошу вас предлагать имена для следующих детишек 5-го поколения. Можно даже, знаете, какие-нибудь японские или корейские, потому что у нас же Сайон с азиатскими корнями. И вот Феликс у нас отправляется на работу. И на этом тогда заканчиваю этот эпизод. Благодарю всех, кто ставит лайки, кто оставляет комментарии. Спасибо вам большое. Мне действительно очень приятно, и меня это очень мотивирует дальше играть и монтировать видео. Поэтому еще раз большое спасибо. И повторюсь, пожалуйста, предлагайте имена для детишек 5-го поколения. Этим вы мне тоже очень поможете. И спасибо за просмотр. На этом все. Пока-пока.